Начиная с 2017 года компания Xiaomi взяла под крыло компании QCY, инвестируя в нее свои средства, и именно поэтому продукты от QCY ассоциируются с известным производителем Xiaomi. И сегодня у меня на обзоре 6 часов 40 минут автономной работы, легкий и компактный кейс, комфортная посадка в ухе, достаточно неплохое звучание, сенсорная панель управления этапами и беспроводная зарядка. Все это за вполне приятную цену. Единственное, мне не особо понравился их внешний вид. Я думаю, вы уже это заметили. Сейчас обо всем расскажу. 988 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю выгружаю. Обычно 7 последние 4 месяца. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия других конкурсов, как всегда, в описании, как и мои контакты. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али, и в описании есть еще телеграм-канал взаимопомощи. Там больше 5000 человек, поэтому добавляемся, мата и хамства нет, и рекламы там тоже нет. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о новеньких вкладышах от QCY T8 Pro. Как вы помните, я, в принципе, все их линейки уже обозревал. Это следующее поколение T8. Но перед тем, как начать небольшое лирическое отступление, вчера на обзоре у меня были наушники One More Calabuds 2, которые, как я думал, закончили свою жизнь с треском в прямом смысле этого слова, так как воспроизводить любые звуки стали они с характерным неприятным треском. Я, недолго думая, решил их прогреть, и уже за половину прогрева треск исчез, а звучание стало в разы лучше, что, конечно, меня приятно порадовало. Вот такое вот дополнение. Не зря я предполагал, что все изменится. А теперь полетели к QCY T8 Pro. Коробка пришла целая, оформление простое и стандартное для компании QCY, картон тонкий, в комплект входит зарядный кейс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C и краткое руководство пользователя на китайском. Без неприятного постороннего запаха, к сожалению, не обошлось. Поставляются наушники на данный момент только в одном цвете и дизайне. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика, форма прямоугольная с закругленными углами. Габариты небольшие, 48 на 51 на 24 мм. Весит кейс без наушников 33 грамма. В кармане много места не занимает и не мешается. Тактильно приятный, но очень скользкий. Зато не марки и царапины моментально на себя не собирает. Дизайн не для всех, так как корпус полностью в золотистых блестюшках. На корпусе расположен светодиодный индикатор, многофункциональная кнопка и разъем для зарядки USB Type-C. Люфт у крышки есть только в закрытом состоянии. Открыть одной рукой ее очень просто, но крышка не фиксируется в открытом положении, что плохо. Внутри располагаются два вертикальных места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки. Никакой маркировки нет, что тоже доставляет неудобства. Наушники в боксе гуляют. При тряске вылетают беспрепятственно прямиком на землю. Если кейс просто перевернуть, остаются на своих местах. Хлопок при закрытии крышки кейса есть и достаточно звонкий. Емкость аккумулятора 380 мАч, полный цикл зарядки 1 час 45 минут, беспроводная зарядка на борту. Наушники от кейса можно перезарядить не больше 3 раз. Незначительный саморазряд в наличии, но не критичный. Теперь к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого черного пластика, и по всему корпусу располагаются такие же, как и на боксе, блестки, что эпичный фейл. Форма у них стандартная для вкладышей, сборка не совсем хорошего качества, состыковки угловатые с острыми краями, хотя и не дико острыми, но все равно неприятно. Также на ножке есть розово-золотой ободок, как они это любят, да? Смотрится неплохо, но опять же таки не для всех, точнее совсем мало для кого, во всяком случае в Российской Федерации. Габариты наушников 38 на 16 на 18 мм в самых объемных местах, ножка в диаметре 7 мм, а в высоту 37 мм. Также звуковод овальной формы имеет размеры 7 на 4,5 мм, и теперь он защищен не пластмассовой сеточкой, а металлической. Вес на одного наушника 4 грамма, посадка в ухе в целом хорошая, но тут сугубо индивидуально. При длительной носке из-за маленького веса уши не устают, из рук выскальзывают только так, и по причине такого скользкого корпуса наушники очень трудно извлекать из кейса, так как пальцы постоянно соскальзывают. На корпусе расположенный светодиодный индикатор, два углубленных контакта для зарядки, сенсорная панель управления этапами, индикатор обнаружения в ухе, отверстие для сброса давления, компенсационное отверстие, как вы понимаете, и микрофоны. Из тапов имеется пауза воспроизведения, переключение треков, управление вызовами и вызов голосового помощника. Также у наушников появилось голосовое управление, но только на китайском языке, поэтому лично мне это совершенно не пригодится. Оснащены наушники 13-миллиметровыми драйверами, активное шумоподавление не завезли, только CVC. Режим прозрачности тоже не положили. Заряд наушников в шторке устройств виден, по одному работают, переподключаются бесшовно. Но так как тут включены сенсоры приближения, когда убираешь один наушник в кейс, активируется пауза. Автоматически и практически моментально подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия кейса, что круто. Мультипоинта нет, что неудивительно. Сенсоры приближения, как я уже сказал, есть, срабатывают хорошо, с небольшой задержкой, но заметной. Анимация на iPhone 13 и OnePlus 9 Pro не появляется. Кстати, с анимацией можно поиграть на Android, но это все долго, мучительно и не всегда будет работать, как я и
и говорил. Отыграли они 6 часов 40 минут на 50% громкости по кодеку AAC. Полный цикл зарядки 45 минут, за 10 минут набегает 30% и хватает этого на 2 часа 30 минут воспроизведения на 50% громкости по кодеку AAC. Защита от пыли и влаги не заявлена, поэтому сегодняшний выпуск без водных процедур. И это, в принципе, неудивительно. У вкладыша она редко когда бывает. Далее, для удобного использования наушников от данной компании есть приложение QCY. Но в данном случае наушники еще не заведены и неизвестно, когда появятся. Также наушники можно подключить к приложению Xiaomi AI. Но тут у меня плохие новости. Приложение полностью на китайском, и пользоваться им дико неудобно, только с Google Translate. Плюс приложение на данный момент нельзя скачать ни в Play Market, ни в App Store, только на каком-нибудь FOPDA. На борту Bluetooth версии 5.1 подключите к смартфону просто, как и любые ТВС, без анимации. Из кодеков только AAC и SBC через стену не отваливаются, и фризов я пока не замечал. На YouTube задержки практически незаметны, а вот в играх более заметны, но они не сильно критичные. В целом играть можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают неплохо для своей ценовой категории, но совсем слегка хрипят. Из-за того, что хоть и хорошо глушат окружающие шумы, они довольно сильно изменяют голос. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов QCY T8 Pro. Мы находимся на Садовой улице, рядом опрашка, позади меня еще чуть дальше гостиный двор, и вряд ли вы что-то услышали из-за этого Каена. Вот сейчас вы слышите в нормальных условиях, более-менее у дороги, рядом с трамваем и проходящими мимо людьми, как будут вас слышать собеседники в этих наушниках, если вы будете через них разговаривать. Единственный момент я хочу сразу пояснить: никакого идеального звука от этих микрофонов не в помещении вы не получите. Даже если вам сейчас покажется, что они более-менее нормально записывают они, может быть, и более-менее нормально, но разговаривать комфортно в них точно не будет. Но, во всяком случае, кое-как вас слышать будут примерно вот так, как вы сейчас слышите меня. Звучание объемное, на 100% громкости, каша, разумеется, в наличии, но и вам не нужно выкручивать громкость на максимум, так как на 50% громкости они играют уже достаточно громко. Сцена у них довольно широкая, в целом звук приятный, басы напористые и объемные. Опять же, помним, что это вкладыши, для вкладышей, потому что, в принципе, во вкладышах басов, прямо скажем, мало. Среднего баса, разумеется, нет. И у наушников есть свойственный тембральный окрас, из-за чего воспроизведенная музыка не такая реалистичная. Опять же, что неудивительно, помним, что все по воздуху и уши довольно дешевые. Для инструмента наушники тоже подходят, звучание в этом плане хорошее. Единственное, чего по мне не хватает, это больше четкости звука, так как абсолютно все частоты сглажены. Ощущение, если честно, есть определенного обрезания. Опять же, почему? Потому что это не какие-нибудь там Huawei FreeBuds 4, которые являются эталоном, и когда ты их послушаешь, все остальное, в принципе, кажется не очень. А в целом даже очень неплохо, опять же, за их стоимость. На FreeBuds 4 можете посмотреть обзор по ссылке в правом верхнем углу. Я считаю это эталоном вкладышей. По поводу четкости, чувствуется это в любых заслушанных до дыр треках, которые уже знаешь наизусть. В какой-то момент появляется чувство, что не хватает полной отдачи звука, и поэтому начинаешь пытаться компенсировать это уровнем громкости, что очень даже плохо для вашего слуха в перспективе. Из минусов: нет мультипоинта, небольшой набор кодеков, нет шумоподавления, режима прозрачности, крышка у кейса в открытом положении не фиксируется, наушники вылетают из бокса даже при незначительной тряске. К приложению пока подключиться невозможно, нет игрового режима. Стоят они в районе $25, реально в районе 20-ки можно купить. На Али появляется товар не всегда. Если появятся на них промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, которые, кстати, начнутся 10 числа, с 10 по 14 сейл, так что не обязательно ждать 11.11. Я обязательно скину промики туда. Резюмирую, для своей цены наушники неплохие. Звучание в целом хорошее, микрофоны со своей задачей справляются, тем более в идеальных условиях они будут значительно лучше. Также на борту хорошая автономность, и ценник у данных наушников относительно не кусается, хоть и дизайн на любителя. А точнее, на мой взгляд, для прекрасной половины человечества, ну или для тех, кому кажется это дело модным и кто живет в большом городе. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, написать в комментариях, что еще купить для обзора. Девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.